Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина Лыкина. В этом видео я покажу, как связать двойную корзинку в виде штанишек Санты. Вам потребуется трикотажная пряжа, один моточек основного цвета и два дополнительных оттенка. 50 грамм на вязание ремешка, 200 грамм на обвязку и ручки. Необходимы крючки номер 5 и номер 7. Пятеркой будем обвязывать деревянные заготовки. Их диаметр 10 сантиметров. Затонировала я их акриловой краской. На мастер-класс оставлю ссылочку. Необходима пряжка, но можно обойтись и без нее. И, конечно же, понадобятся маркеры. Где приобрести необходимые материалы? Ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте моталку. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Приступим к вязанию. Для начала необходимо выполнить две вот такие корзиночки. Вы выполняете обвязку из двух рядов и поднимаете стеночки корзинки на 5 рядов, 2 из которых цветом, которым обвязывали, и 3 ряда основного цвета. Так как у меня здесь такой рябенький цвет, и если я буду записывать мастер-класс с использованием этой пряжи, вам ничего видно не будет. Поэтому я взяла другой оттенок и хочу продемонстрировать весь принцип вязания этой корзинки на другом оттенке. В самом начале мы отмеряем вспомогательную нить около 30 сантиметров. Этой ниточкой мы будем закрывать все ряды. Для обвязки используйте крючок номер 5 или любой другой, который хорошо проходит через отверстие вашей заготовки. И обвязываем по следующей схеме. Первый ряд выполняем обвязку из соединительных столбиков в каждое отверстие данной заготовки. Второй ряд провязываем столбики без накида таким образом, чтобы у нас получилось 30 столбиков на протяжении всей этой заготовки. То есть нам необходимо распределить прибавки. Каким образом? У нас 30 столбиков на заготовку диаметром 10 сантиметров. Вы пересчитываете все отверстия. В моем случае их было 22. 30, отнимаем 22 отверстия, получаем 8. То есть в 8 точках я должна выполнить прибавку. Я распределила прибавки, у меня здесь их в круге 8. И в этих точках я буду провязывать в одно отверстие 2 столбика без накида. У меня на канале есть 2 мастер-класса, где я показываю принцип обвязки. И где я показываю, каким образом можно, не прибегая к счету, распределить прибавки в любых заготовках. Ссылочки на эти мастер-классы я для вас оставила в описании. Переходите и выполняйте обвязку заготовки. И вот такая заготовка получилась. Крючок номер 5 нам больше не потребуется. И мы переходим на основной крючок номер 7. Находим ту точку, где завершили вязание, и вводим крючок в центр петли за одну ниточку и под дужку. Она располагается на протяжении всего этого ряда. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее на лицевую сторону. Захват рабочей нити, провязываем столбик. Перемещаемся в следующую точку, также в центр петли за одну ниточку, плюс захватываем дужку. Захват рабочей нити, вытягиваем, захват рабочей нити, провязываем столбик. Так мы двигаемся на протяжении всего этого ряда с захватом 2 ниточек. Ряд закрываем с помощью вспомогательной нити на последнем столбике. Также вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, переходим на вспомогательную, захватываем ее и протягиваем через все эти петли. Находим первый столбик и второй, между ними верхняя петля, состоящая из 2 ниточек, под нее вводим крючок с обратной стороны.
Захватываем вспомогательную нить, полностью ее протягиваем. Теперь эту ниточку необходимо вернуть в ту точку, откуда она вышла, чтобы петля получилась вот такая же, как и на протяжении всего этого ряда. Переворачиваем заготовку, находим дужку и центр петли, из которой вышла вспомогательная нить. И возвращаем в эту же точку. Далее нам эта вспомогательная ниточка не потребуется, так как это уже будет второй ряд корпуса корзинки. Далее мы перейдем на другой оттенок. Поэтому вспомогательную нить будем ввязывать в полотно. Второй ряд вяжем столбики в раскол. Вводим крючок в центр столбика предыдущего ряда таким образом, чтобы он вышел в той точке, где у нас располагается рабочая нить. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее на лицевую сторону. Захват рабочей нити, провязываем подъемный столбик. Перемещаемся в следующую точку и вводим крючок в центр столбика предыдущего ряда. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее, захват рабочей нити, провязываем очередной столбик. Так мы вяжем до конца этого ряда и закрываем его тем способом, который я показала ранее. У меня на канале есть мастер-класс по вязанию идеальных столбиков в раскол. Переходите по ссылочке в описании. После того, как вы обрезали рабочую ниточку, закрыли ей второй ряд, прячем этот хвостик в полотно и переходим на вязание основным цветом. Для этого отмеряете вспомогательную нить около 30 сантиметров и следующие 3 ряда провязываете столбиками в раскол. В конце отмеряете ниточку около 30 сантиметров, обрезаете и закрываете последний ряд. Первая корзинка связана. Вторую вяжете по такому же принципу. Единственная разница: в самом начале, вот здесь, когда вы перейдете на основной оттенок, необходимо отмерить вспомогательную нить около 100 сантиметров. Провязываете 3 ряда и наносим разметку вот таким образом. У той корзинки, где у нас оставлена рабочая нить, находим точку, где завершили вязание, и с лицевой стороны на этот столбик фиксируем маркер одного цвета. Отсчитываем 14 столбиков и на 15 фиксируем маркер. Хочу напомнить, что здесь у нас в круге 30 столбиков. Соответственно, с этой стороны и с этой стороны у вас должно быть по 14 столбиков. На 15 зафиксированы маркеры разных цветов. От центра отсчитываем вправо и влево по одному столбику. Между столбиками фиксируем маркеры. На второй корзинке, там, где у нас была оставлена ниточка, мы провязываем вверх 3 столбика и прячем эту ниточку в полотно. Находим в этой конструкции центральный столбик, на него фиксируем маркер такого же цвета, как и в этой области. И выделяем точно так же. От центрального отсчитали опять по 14 и зафиксировали маркер. Вот так у вас должно быть. Делайте подъем на 6-й ряд и довязывайте столбиками в раскол, как и вязали предыдущие ряды, до той точки, где нанесен маркер. В выделенной области маркерами мы провязываем также столбики без накида. Всего здесь их 3. Провязала первый, второй и третий столбик. Далее необходимо подсоединить вторую корзинку с помощью соединительных столбиков. Выделяем 3 точки, за которые будем фиксировать. Первая – это в центр столбика, вторая за верхнюю петлю и третья тоже за верхнюю петлю. На этой корзинке мы будем задействовать петля, которая на крючке, вторая петля и третья петля. Вынимаем крючок из петли и вводим его в центр столбика. Захватываем рабочую петлю на противоположной корзине и протягиваем через этот столбик. Первая точка фиксации выполнена. Находим вторые точки, вводим под верхнюю петлю с этой стороны и то же самое делаем
с этой стороны. Провязываем соединительный столбик. Находим третью точку. Также вот она последняя. Сверяемся обязательно. И на этой корзинке тоже вот у нас располагается маркер. И вверху последняя, третья точка. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик. Перекидываю рабочую нить на эту сторону. В этой точке мы начали вязать, довязали, соединили. И здесь мы продолжаем вязание до следующего маркера, который располагается на противоположной стороне. Вот таким образом я перекинула рабочую нить и начинаю провязывать столбики после маркера. Вяжем столбик перед маркером, вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем. И для того, чтобы в дальнейшем в этой точке не образовалось отверстие, необходимо захватить одну стеночку от столбика с этой стороны и одну стеночку от столбика с другой корзинки. Захватываем рабочую нить и довязываем столбик без накида, который располагается перед маркером. Далее вяжем без изменений. После маркера провязываем столбики как обычно. Продолжаем вязание из ряда в ряд, пока не закончится ниточка основного цвета. Мне ее хватило еще на 10 рядов, и всего у меня получилось 15 рядов от начала вязания. Остался вот такой маленький клубочек. Далее мы подсоединяем тот цвет, с которого начинали вязание. Отмеряем вспомогательную нить около 20 сантиметров и начинаем вот в этой области. Провязываем столбиками в раскол, так же как и вязали основное полотно. И наносим разметку следующим образом. Находим центр штанишек и от центрального отсчитываем в эту сторону 5 столбиков, на 6 и 7 фиксируем маркер. В другую сторону также отсчитываем 5 столбиков, на 6 и 7 фиксируем маркер. С этой стороны делаем все то же самое. Вы можете нанести разметку и в другие точки. Как вы уже поняли, в этих местах будут провязываться лямочки. Далее мы начинаем вязание второго ряда. Вот в этой области провязываем по кругу, довязывая до вот этих маркеров. Я провязала. Там, где у меня располагается первый маркер, я ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Набираю цепочку из воздушных петель. Захват рабочей нити провязываю через рабочую петлю. Вот таким образом. Я набрала 30 воздушных петель. Этой длины ручки мне достаточно. Обязательно примерьте ее к вашей корзине, чтобы в будущем нравился результат. Теперь мы будем присоединять эту цепочку к противоположной стороне, там, где мы уже провязали. Опускаем корзину вот таким образом. Рабочая нить перекидывается на эту сторону. А также расправьте вашу цепочку, чтобы она не была перекрученная. Здесь у меня петля, с обратной стороны дужка. И располагаться она должна вот таким образом. На противоположной стороне находим столбик, на который зафиксирован маркер. Опускаемся на провязанный столбик и вводим его в центр крючок. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем через рабочую петлю. Так мы провязали сейчас соединительный столбик. Вытягиваем эту петлю и перемещаемся на следующую точку, там, где у нас зафиксирован маркер. Перемещаемся на провязанный столбик и также в его центр вводим крючок, захватываем рабочую нить, протягиваем ее и провязываем очередной соединительный столбик. Далее мы будем возвращаться к исходной точке с помощью столбиков без накида. Рассмотрите сейчас вашу цепочку из воздушных петель. У нее с этой стороны петли, с другой стороны вот такие дужки. За них мы будем провязывать. Находите первую петлю,
которую мы сейчас провязали. Вторая петля от этой точки. Под нее вводим крючок таким образом, чтобы на крючке было 2 ниточки, с другой стороны 1. Захват рабочей нити, вытягиваем, захват рабочей нити, провязываем столбик. Перемещаемся в следующую точку, также вводим крючок. С этой стороны у нас 2 ниточки, с этой 1. Захват рабочей нити, провязываем столбик. Вот так у вас должно получиться. Таким образом вы двигаетесь к исходной точке. Последний столбик провязываем следующим образом. Ввожу крючок под дужку, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Теперь ввожу крючок в ту точку, где у меня зафиксирован второй маркер. Захватываю рабочую нить, вытягиваю. На крючке сейчас рабочая петля и 2 вытянутые. Захват рабочей нити, провязываю столбик. Вот так это все выглядит. Далее продолжаю вязание столбиков в раскол. Вторую ручку вы вяжете аналогичным способом. Довязываете до конца этого ряда, закрываете его и выполняете обвязку из соединительных столбиков за верхнюю петлю. У меня на канале есть подробный мастер-класс на эту тему. Переходите по ссылочке в описании. И вот так все у меня здесь получилось. Нам остается лишь выполнить ремешок. Его мы будем провязывать соединительными столбиками прямо поверх корзинки. Поэтому в дальнейшем вам не придется ничего пришивать. Находим центр, фиксируем маркер. Если вы выбрали так же, как и я, пряжку металлическую, то находите область, где она будет располагаться. Определите сразу, какое количество рядов вы будете задействовать. Я буду провязывать 3 ряда и фиксировать сразу пряжку к ремешку. Использовать буду для вязания крючок номер 5. Вы можете и 7 провязывать. В самом начале отмеряем около 20-30 сантиметров вспомогательную нить в зависимости от количества провязываемых рядов. И начинаем вот в этой области. Так как я двигаюсь в эту сторону, сразу покажу, как зафиксировать эту пряжку. Нахожу первый ряд, где я буду провязывать соединительные столбики. В центр столбика ввожу крючок, захватываю внутри рабочую нить и протягиваю на лицевую сторону. Вытягиваю эту петлю до следующего столбика, также в его центр ввожу крючок, захватываю рабочую нить и протягиваю через все эти петли. Вот такими соединительными столбиками двигаемся до той точки, где необходимо фиксировать пряжку, если она у вас будет. Довязала до центрального столбика, вынимаю крючок. Вот здесь у меня провязано. Центральный столбик я буду пропускать и в следующую точку провязывать соединительный столбик. Фиксирую таким образом пряжку. Я ее здесь располагаю, ввожу крючок в петлю, вытягиваю ее до той точки, где мне необходимо провязать следующий соединительный столбик. В центр столбика ввожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик. Вынимаю крючок из петли, ввожу крючок под пряжкой, ввожу крючок в петлю рабочую, протягиваю ее под пряжкой, ввожу крючок в центр столбика, который находится следующий на очереди, захват рабочей нити и провязываю соединительный столбик. Вот таким образом фиксируется пряжка. Довязываем этот ряд до конца, вводим крючок в последний столбик и захватываем уже вспомогательную ниточку, полностью ее вытягиваем. Вводим крючок под первую петлю за 2 ниточки, захватываем вспомогательную нить и полностью ее протягиваем. Теперь необходимо вернуть в ту точку, откуда она вышла. Ввожу крючок с обратной стороны в центр петли, захватываю вспомогательную нить и полностью ее протягиваю. Так закрывается первый и все последующие ряды.
Второй ряд начинаем ниже от той точки, где завершили вязание, и вводим крючок между столбиками. Вот таким образом. Так после провязывания рядов они будут лежать друг к другу максимально близко. Довязываете до пряжки, здесь повторяйте все то же самое, что и в первом ряду. Если у вас имеется вот такой язычок, его необходимо вставить в петлю, за счет которой будете фиксировать эту пряжку. Довязывайте до конца этого ряда и закрывайте его тем способом, который я показала ранее. Если вам, как и мне, необходимо провязать третий ряд, от точки завершения вязания опускаетесь ниже и вводите крючок в центр столбика. Этот ряд провязываете таким способом, как и первый. Корзина готова, и мой мастер-класс подошел к своему завершению. Оцените это видео, загляните на мой канал, там еще вас ждет очень много интересного. Пишите комментарии, мне важно знать ваше мнение. Благодарю за внимание, до новых встреч!